Итак, всем привет! Сегодня покажу свои настройки для Warzone, которые помогут вам поднять немного FPS и сделать его более стабильным. Давайте начнем. Перейдем в панель управления NVIDIA. Начнем с нее. Управление параметрами 3D. Так, увеличение резкости изображения это выключаем. CUDA графические процессоры все. DSR степень выключаем. Аизотропная фильтрация и управление от приложения, вертикальный синхроимпульс от 3D приложения, виртуальная реальность выключаем, GPU рендеринга NVIDIA ставим, выбираем вашу видеокарту. Так, подготовленные виртуальные кадры 1, затемнение фонового освещения выключаем, частота кадров выключаем, частота кадров фонового выключаем. Метод предоставления на авто, многокадровое сглаживание выключаем, потоковая оптимизация включаем, предпочтительная частота обновления, управление от приложения здесь ставим, размер кэш-шейдеров, здесь важно поставить 100 гигабайт. Это не значит, что у вас на диске там будет использоваться 100 гигабайт, нет, это не так работает. Режим низкой задержки включаем, режим управления электропитанием максимальная производительность, сглаживание FXA выключаем, гамма-коррекция включаем, прозрачность включаем, сглаживание режим от приложения, совместимость с OpenGL Auto, технология монитора фиксированная частота обновления, буферизация выключаем, фильтрация текстур аизотропная включаем, качество высокая производительность, отрицательное разрешить, трилинейное включить. Так, также здесь настройка Physics. У меня стоит автовыбор, но тут вроде как что мощнее у вас, то и выбираете. И драйвер видеокарты у меня стоит. Сейчас скажу какой. Так, у меня стоит версия 526.86. Как мне это самый стабильный. И обновлялся до самых последних. И обновлялся, откатывался назад. Как по мне, вот эта версия самая стабильная, что есть сейчас. Так, далее нам потребуется программа NVIDIA Profile Inspector. Ссылку закреплю. Здесь нам надо нажать на эту кнопку сначала. Потом написать Call of Duty Modern Warfare 2 2022. Листаем вниз до 5. Нам нужен Airbar Future, Options и Size Limit. Включаем. Здесь выбираем самую длинную строчку. Она самая первая, где написано начинается с Battlefield 5. И второй параметр тоже, где написано Battlefield 5, сам первый. И применяем. Эти три параметра отвечают за кэш, то есть он позволяет работать в полном объеме. И после каждого обновления драйвера эти три параметра будут слетать. Так что после того, как обновились, вам придется заново заходить в эту программу, писать Call of Duty, искать эти параметры и включать их. Так, далее. Пуск. Графики, настройка графики нам нужна. Планирование графического процессора это отключаем. Настройки производительности. Здесь вам нужно найти приложение Call of Duty. То есть обзор. У меня, допустим, Steam, SteamApps, Common, Call of Duty HQ. И выбираете приложение. Потом щелкаете параметры. Здесь нужно выставить высокую производительность. Сохраняете. Дальше нам нужно перейти в документы. Выбрать папку с Call of Duty, Players. И вот этот файл открываем с помощью блокнота. Сразу нажимаем «Найти», пишем «Clutter». И ставим вот здесь 100. Если вы ничего не меняли, у вас здесь должно стоять 2500. Ставим 100, опускаемся потом в самый низ, System. И нужно вот здесь указать количество ядер. У меня по дефолту стояло 6, я поставил 8. Так как у меня 8 ядер, можно узнать через диспетчер задач. Вот здесь пишется. После того, как указали свое количество, нажимаем «Сохранить» и можно закрывать. Далее переходим в настройки графики. Так, экран всегда полноэкранный. Меньше input лага, больше FPS. Монитор выбираем ваш, на котором играете. Видеокарту то же самое выбираете здесь вашу. Частота обновления ставите максимальную. Разрешение экрана тут кто на чем играет. У меня Full HD стоит. Динамическое разрешение отключаем.
Формат экрана авто. Вертикальную синхронизацию отключаем. Максимальная частота кадров у меня стоит по выбору, чтобы ограничить в меню 60, чтобы не нагружалась видюха. И когда я альтабуюсь, чтобы у меня было 30, чтобы тоже не нагружало видюху. Гамма 2.2. Дальше переходим во вкладку качества. Разрешение визуализации у меня стоит 100. Не советую ставить меньше, потому что она уже становится неиграбельна. Масштабирование, резкость, Fidelity Cas у меня. Очень, мне кажется, один из лучших параметров. Хоть отнимает немного FPS, но картинка становится играбельной без мыла. Интенсивность у меня стоит 35, но тут для каждого индивидуально. Можете потыкать, пощелкать, поприбавлять, поубавлять. Далее, сглаживание у меня стоит SMA. Почему не фильмик? Фильмик отнимает FPS у меня тоже. Поэтому я оставил SMA. Качество сглаживания у меня стоит низкое. Масштаб видеопамяти 65. Далее переходим в детализации и текстуры. Разрешение текстур низкое. Анизотропная фильтрация у меня стоит высокая. Детализация ближних, дальних низкая. Дальность отрисовки деталей короче. Качество частиц низкое, минимальное. Следы пуль и индикаторы отключаем. Качество шейдеров низкое, тесселяцию отключаем. Память детализации минимальная. Отображение текстур по требованию отключаем. Далее, качество отображения и качество объемного освещения тоже все на низком. Качество непрямой физической модели отключаем. Подводные блики нам тоже ни к чему, отключаем. Разрешение карт теней ставим минимальное. Тени в экранном пространстве отключаем. Качество теней от точных источников низкое. Буфер теней от точных источников высокий. Это важно поставить. Освещение частиц низкое. Затемнение фонового освещения. А затемнение фонового света отключаем. Далее. Отражение в экранном пространстве отключаем. Качество статических отключаем. Динамический эффект погоды нам тоже ни к чему, отключаем. NVIDIA Reflex. Почему стоит на отключено? Пробовал играть с включением и включением плюс ускорение. Отнимает у меня FPS. Но у каждого все это индивидуально. Так что также можете потыкать, поэкспериментировать, посмотреть, где вам больше нравится, где лучшая частота кадров. Глубина резкости отключаем, эффект размытия отключаем, эффект развития оружия движения отключаем, зернистость тоже нам не нужна. Дальше переходим во вкладку обзор. Угол обзора 120, тоже не советую ставить меньше, потому что иначе, ну вот на картинке наглядно показано, угол обзора у вас снижается, но прибавится FPS, но мне кажется, это не та функция, не та настройка, которой нужно жертвовать, поэтому оставляем на 120. Поле зрения зависимое, поле зрения для оружия шире. Поле зрения Vita 3 90, тут шире, поле зрения для транспорта тоже шире. Раскачка камеры ставим здесь минимум, что от первого, что от третьего. Прицеливание третьего лица тут так и остается. Камера зрителя по умолчанию, нашлемная камера. После всех выставленных параметров переходим обратно во вкладку экран. И вот нужно нажать повторная оптимизация шейдеров, чтобы все настройки у вас все нормально работало, все применилось. Нажимаете, перезаходите в игру, они подзагружаются, и можно смело идти играть. Это были все настройки, которые помогли мне поднять FPS и сделать его стабильным. Ставь лайк и подписывайся, если видео оказалось полезным для тебя. Также переходи на мой Twitch канал, где мы проводим трансляции каждый день.